ситуация с ударом по Бушерской АЭС. И это, наверное, один из серьезнейших моментов нынешнего конфликта, потому что многие верили в то, что Бушерская АЭС будет неприкасаема, но мы, как видим, неприкасаемых объектов уже на территории Ирана нет, и это может грозить реальной радиационной катастрофой, похуже Чернобыля. Вот радиационный фон, конечно, там остался в норме, потому что, насколько я понимаю, удар пришелся по вспомогательному объекту, но вот первая ласточка условно нехорошая залетела. Как ты оцениваешь эту всю ситуацию? Поскольку многие называют коалицию, действующую против Ирана, коалицией Эпштейна, там неприкасаемых нет. Если говорить без шуток, то пострадала метеорологическая вышка, расстояние до основных зданий атомной электростанции 350 метров. Что это было? Случайный удар? Или что-то у господ военных приключилось? Метеорологическая вышка, она высокая, на ней много всевозможной аппаратуры, в том числе похожей на тарелки спутниковой связи. Может быть, джентльмены немножко перепутали. Все может быть. После того, как был нанесен удар по женской гимназии, можно чего угодно ожидать. Могли перепутать. Неточные разведданные. Радиационный фонд действительно не пострадал, но то, что теперь и атомная электростанция Бушер находится в зоне риска, строительство на втором и третьем блоке прекращено, персонал эвакуирован, по крайней мере российский, но я не думаю, что Иран продолжает работу, я думаю, что и их специалисты тоже ушли. Что касается операционного состава на действующем атомном энергоблоке, информации в открытых источниках, разумеется, нет и быть не должно. Если говорить по уровню опасности, если пострадает сбор данных метеорологии, это точно не критично. Это точно можно пережить. Вопрос, лишь бы это дальше не продолжалось. Давайте по степени опасности того, что находится на атомной электростанции. Вовне, то есть за пределами реакторного здания, на свежем воздухе, находится открытое распределительное устройство, которое обеспечивает связь с объединенной энергосистемой Ирана. В 99 случаях из 100 здесь же оборудование для приема электроэнергии, если таковое требуется. Не разносят их по территории, в одном месте собрали и собрали. Но собственные нужды атомного энергоблока, вне зависимости от его типа, это циркуляция воды в активной зоне, тепло с ядерного топлива надо снимать, и циркуляция воды в бассейнах выдержки, где находится облученное ядерное топливо, задача точно такая же. Продолжать снимать тепло. С тем, чтобы не вышла температура за проектные нормативы и не приключились еще какие-то беды. Открытое распределительное устройство называется так, потому что оно открытое. Извините, режим капитана очевидности. Оно не закрыто, не имеет каких-то оборонных сооружений, поскольку все-таки не рассчитано. Что еще находится в зоне риска? Разумеется, те линии электропередач, которые обеспечивают собственное потребление электростанции, живой пример Запорожской атомной электростанции. Удары по линиям электропередач автоматически означают необходимость переходить на питание от дизельных электростанций, находящихся на территории АЭС. В случае Бушерской АЭС с этим будет сложнее. Если сравнивать с Запорожской атомной электростанцией, да, есть две линии электропередач, Днепровская и Ферросплавная, но они обе идут от одной подстанции. У Бушера два энергокольца. Уже сложнее. Что еще мы видим на Запорожской атомной электростанции? После того, как киевский режим разрушил Каховскую ГЭС, проблема с тем, что воды для охлаждения может и не хватить, и именно в связи с этим специалисты Росатома уходили глубоко вниз, бурили новые скважины и так далее, и так далее. Этот риск у атомной электростанции Бушер отсутствует начисто. Она находится на берегу Персидского залива. Воды хватает. Трубопроводы просто для удобства, для надежности подземные.
добраться до них тяжело, но насосные станции на берегу. Да, они хорошо укреплены. Будем надеяться, что особо талантливых людей, которые будут видеть насосные станции как цели для поражения, не будет. Ну, а дальше начинается, собственно, само реакторное здание. Да, есть администрационное, вспомогательное. Для реактора это не критично. Критично разрушение двух оболочек. Реактор ВВР-1000 – это двойная оболочка, бетонная, наружная, внутренняя, так скажем, герморубашка. Пробивать их тяжело, рассчитано в том числе и на падение самолетов, но на стрельбу прямой наводкой или на массированную атаку ракетами точно не рассчитано. Что в этом случае? Ну, вероятнее всего, разлет всех радиоактивных веществ, в том числе и в атмосферу, с попаданием в воды Персидского залива, то есть региональная экологическая катастрофа, если вещи своими именами называть. Ну и да, если представить себе, что все-таки обе части энергокольца вокруг Бушер будут разрушены, переход на дизельные электростанции, количество вслух не называется, 4 канала независимых, то есть вот здесь дизельные электростанции по каким-то причинам перестали вырабатывать электроэнергию, включается следующая линия, они изолированы друг от друга. Дизельные электростанции, ну, понятно, что их в корпус реакторный не поставишь, они, простите, дымят, чадят и так далее. Отдельное сооружение, минимум 4 штуки, да, укрепленное, но вне реакторного здания. Для ВВР тысячных, ну, мы на примере Запорожской атомной электростанции видим, по 2 дизельных электростанции на каждый энергоблок. Сколько их в случае Бушерской атомной электростанции, я подозреваю, что не меньше 4. Вероятнее всего, что, в общем-то, и 8. Ну, и на всякий случай напоминаю, что режим работы реакторов ВВР тысячных, даже если работают дизельные электростанции, последние 20 грамм дизельного топлива будут израсходованы для того, чтобы еще раз подзарядить аккумуляторные батареи. Аккумуляторная батарея рассчитана на 36 часов, даже в том случае, если больше никакого питания нет. Так что вот все, что можно было, все, что соответствует требованиям МАГАТЭ, требованиям государственного регулятора Ирана, проектным требованиям со стороны Росатома, там все соблюдено, и остается только надеяться, что более серьезных ударов не будет. Параллель с Запорожской атомной электростанцией, ну, совершенно прозрачная, она напрашивается. Если вот эта коалиция намерена вести себя так же, как киевский режим, ну, как там на Майдане-то говорили, Украина – это Европа, ну, не только Европа. Вот мои мысли вслух. Ну вот теперь давай к цивилизованным людям, условным, да, и не очень. Сугла, твоя любимая, заявила о том, что даже если начнет прекращаться все производство на территории Европы, они все равно не будут покупать российский газ. Дружба, да, то есть условно крепко блокируется киевским режимом, Венгрия блокирует выдачу кредитов, но вот это все не останавливает киевский режим, который уже неделю ударить по насосным станциям, которые подают газ на Голубой поток и на Турецкий поток. Вот на твой взгляд, какова здесь ситуация и что можем ожидать, что можем прогнозировать? То есть я несколько раз коснулся материка Африка, и ты автоматически перешел на неких европейцев. Понимаю. Мне кажется, что Урсула фон дер Ляйен, даже если будет стоять на обледеневшей трибуне при свете факелов в тулупе, будет рассказывать о том, что газ в России, нефть в России покупать ни в коем случае нельзя, потому что из-за этого всем будет плохо. Мне сложно комментировать. Напомню, что 26 апреля тот срок, когда Евросоюз запретил сам себе покупать сжиженный природный газ российского производства на спотовом рынке. То есть, если это не долгосрочные контракты, все, нам этого не надо. Пока это не сдвигалось, хотя, разумеется, соломку подстелили.
В случае резкого изменения обстановки срок может наступить на 4 месяца позже. Так что лазеечка у них есть, когда они в ход пустят, сказать сложно. На всякий случай напоминаю, что вчера стоимость 1000 кубометров газа доходила до $850, сейчас подкорректировалась в районе 780. Ну, в очередной раз вспоминаем, что подземное хранилище газа изъятие было больше, чем обычно. Аналитики говорят, что исчерпали не только тот газ, который загружали прошлым летом, но и который за предыдущее время накопился. Поэтому рост цен неизбежен, но рост цен на автозаправках стран Европейского Союза тоже видим, но наблюдать за всем этим там германцы, которые из приграничных районов мчатся на АЗС Польши, вот все эти маневры, это на любителя. На мой взгляд, мы действуем совершенно демократично, ребята выбрали свой путь, они по нему шагают. Куда шагают, неизвестно, но бог с ним. Что касается ситуации вокруг венгерско-словацко-украинского треугольника, то ничего не изменилось. Вроде бы как была согласована поездка венгерских специалистов на место, где произошла авария. Они даже смогли доехать до Киева, но к нефтепроводу их не пустили. Господин Орбан сообщает, что космические снимки, спутниковые снимки не находят, вот невозможно обнаружить место, где был бы разрыв, там какие-то следы взрыва, но ничего нет, то есть технически дружба в полной исправности. Тем не менее, нефть не идет, и совершенно очевидно, что это политическое решение, связано оно тоже не менее очевидно с апрельскими выборами парламентскими, через которые Венгрии предстоит пройти. И понятно, что таким способом киевский режим, очевидно, выполняя распоряжение той самой обмороженной Урсулы, пытается повлиять на исход выборов. Там ситуация как-то, режим 50-50, равновероятно успех как партии Орбана, так и оппозиционеров. И было заявление о том, что Еврокомиссия готова профинансировать ремонт нефтепровода «Дружба». То есть следов аварии нет, но они готовы платить, все в порядке. В конце концов, не на одну же зарплату господам в Брюсселе жить, понимаю. Есть подозрение, что будет заявлено о том, что ремонт завершен там, через пару дней после подведения итогов выборов. Ответные действия и Орбана и Фица ровно соответствуют их заявлениям. До той поры, пока дружба работать не будет, будем препятствовать всеми возможными способами и выделению нового кредита 90-миллиардного. И действия Европейской комиссии, которая старается пропихнуть этот кредит, ну, они хороши, но это уже точно к другим специалистам, там, из отрасли психиатрии, психологии. У вас кризис, у вас растут цены на все энергоносители, вы, тем не менее, впихиваете 90 миллиардов, не знамо кому, непонятно под какие гарантии. Ну, это не ко мне. Это вот где у нас там на Канадчиковой даче есть соответствующие специалисты. Это пока блокируется. Очередной саммит Евросоюза безрезультатен. Коалиция Соединенных Штатов и Израиля присоединяться не хотим. Иран считаем нехорошим таким государством, оно нас не слушается, значит, оно плохое, но ударять по нему было нельзя. Мы к этим ударам не присоединимся, потому что нам об этом заранее не сообщили. Сложно, пусть политологи пытаются объяснить, где там логика, я ее просто не вижу. Что касается ударов по компрессорным станциям, ну, тут даже комментировать сложно. Понятно, что распоряжения идут откуда-нибудь из Лондона. Чего пытается добиться Лондон, мне тоже очень сложно сказать. В том случае, если будут повреждены эти компрессорные станции, и результатом станет какой-то длительный ремонт, это уход с европейского, конкретно с европейского рынка, Турция это все-таки тоже Европа, всех объемов, которые сейчас идут через турецкий поток, а это не только для Турции, но и для Европы, и голубой поток, соответственно, для Турции. Турция, было уже заявление о том, что готова присоединиться к мерам защиты компрессорных станций.
действительно очень сложно сказать. Цены уже и так выскочили. Если вы хотите увезти с европейского направления еще 50 миллиардов кубометров, ну, цены будут еще выше. Ну, для того, видимо, чтобы удар был все-таки какой-нибудь, очередная атака была удачной, конечно же, надо дать Украине кредит в 90 миллиардов, то ли евро, то ли не евро, я даже не зафиксировал для себя это, доллар или евро, какая разница. Но если уже Турция говорит о том, что она готова принимать какие-то меры для защиты компрессорных станций, понятно, что к оценке адекватности киевского режима разные страны относятся по-разному. Я дипломатично высказался. Более чем. Ну что ж. Вот такая обстановка, характерная, ну, для людей совершенно неадекватным поведением. У меня вот нет других слов. Я понял. Не будем, оставим это все медикам, наверное, вот эту оценку адекватности. У нас с тобой остается немного времени, но есть еще одна тема, которая прозвучала вчера. Это визит американского спецпредставителя, по-моему, так у него должность, Джона Коула в Минск, Беларусь, его встреча с Александром Лукашенко и снятие американских санкций с нескольких банков, с Министерства финансов, с белорусской калийной компанией и конкретно с добывающей компанией «Беларусь Калий». Вот на твой взгляд, это звоночек того, что наконец-то до США дошло понимание той ситуации, в которой может оказаться рынок продовольствия в этом следующем году, да, то есть это и калийные удобрения, это вполне возможно еще и снятие с банков, которые могут проводить операции с Гродно-Азот, да, то есть это азотные удобрения. Вот как ты расцениваешь такие действия США? Это точно не забота США о своем рынке калийных удобрений. Калийные удобрения для Соединенных Штатов поставляют в основном Канада, ближе, другая логистика. Если какие-то объемы на американский рынок поступали, то это не было чем-то системным, какие-то разовые сделки, не более того. Тем не менее, вот такой жест доброй воли, красиво сказал, то есть сначала сами вводим санкции, потом их убираем и говорим, что мы же вот к вам по-доброму относимся. Традиционно, до начала всех этих санкционных действий, основными рынками были страны Европейского Союза. С того момента, когда Беларусь Калий под санкции попал, потребители сменились. Бразилия, Индия, Китай. Проблемы с портом Клайпеда, который решил, что нельзя перевозить калийные удобрения, ну, хорошо, тоже проблема. Беларусь спокойно, терпеливо выстроила новые рынки сбыта и хорошо себя на них чувствует. Что касается Гродно-Азота, да, в этой обстановке, которая сейчас сложилась, это мог бы быть определенный такой поддерживающий элемент, если бы азотные удобрения из Беларуси вернулись на хоть какие-нибудь рынки, неважно, потому что падение идет на всем мировом рынке, уже неважно, куда они идут, лишь бы они появились, это хоть немножко поможет сдержать цены. Снятие санкций с банков – это возможность осуществлять финансовые операции с теми, кто закупает белорусские азотные удобрения. Там ассортимент весьма широк. Если пересчитывать все на карбамид, есть такой метод, чтобы не разбираться в каждом наименовании отдельно, аммиак, аммиачная селитра там, и прочее, все сводят к карбамиду. Производственные мощности Гродно-Азота более 1 миллиона тонн. Если бы они в полноразмерно вернулись на рынок, сейчас в Беларуси пока итоги минувшего года не подводили, но если судить по 2024-му, объем производства снизился где-то до 700 тысяч тонн в год, то есть падение где-то процентов на 30. Причина тоже понятна. Надо было выстраивать новую логистику, надо было придумывать способы оплаты, которые не касаются вот американских банков и всей их сети, которые они контролируют. Вслух это не прозвучало. Но не исключено то, что что-то будет происходить. Потому что случаи, когда
33 раза приблизительно запрещенные белорусские удобрения каким-то неведомым образом оказывались в европейских странах, уже были. Видимо, случайность, то ли ветром заносит. Одно время вроде как Польская республика оказывала некие транзитные услуги, потому что видела перед собой не белорусские удобрения, а то ли сингапурские, то ли еще непонятно как. Вот сидим на железнодорожной станции, бац, вагон вроде идет из Беларуси, а удобрения там монгольские. Ну, мы же их не санкционируем. Вот. А потом Польша сделали внушение, и приблизительно такая же картинка началась в Латвии. Вот такие минеральные удобрения Шрёдингера. Они как бы есть, но их как бы нет. Если восстановить работу в нормальном режиме, то да, это какая-то подпорка мировому рынку, но сказать, что она будет огромной, Беларусь умела продавать 700 тысяч тонн. Умела. Хорошо. Если нормализовать обстановку, будет продавать 1,1 миллиона тонн. Сказать, что какую-то большую погоду, нет. Но это может быть хоть какой-то помощью Индии, которая сейчас действительно находится в ситуации, когда возможные потери только по рису могут составить порядка 130 миллионов тонн по итогам года. Так что, если это хоть как-то поможет, во-первых, Гродно-Азоту увеличить объемы производства и, соответственно, объемы экспорта, а Индия объемы импорта, тогда хоть какая-то польза, это моя личная оценочная точка зрения, там же была еще какая-то большая составляющая, не касающаяся ни энергетики, ничего. Тогда хоть какая-то польза от визита американской делегации в город-герой Минск. Зафиксируем, поставим галочку. И от них бывает польза. Ну что ж, будем надеяться, проанонсированный визит еще до конца года принесет снятие, может быть, и окончательное снятие с многих производств Беларуси. Спасибо большое, Борис. Я напомню о том, что в эфире была программа «Энергетика с БЛМ», программа, в которой мы обсуждаем самые горячие, интересные, иногда тревожные новости в мире энергетики не только, вместе с главным редактором журнала «Геоэнергетика Инфо» Борисом Леонидовичем Марцинкевичем. Борис, благодарю тебя и до новых встреч на «Спутнике». А я останусь с размышлениями, кого еще могут снять до конца года в связи с прозвучавшим названием города Вашингтон. Оставил интригу. Всем спасибо, всем всего доброго.